Здравствуйте. Меня зовут Иосиф Абрамович Хусенский. Когда-то давно, в 70-е, 80-е годы прошлого века, я работал врачом-аллергологом скорой помощи. Тогда в рамках педиатрической подстанции скорой помощи в городе Ленинграде была такая специализированная реанимационно-аллергологическая бригада скорой помощи. Работая врачом-аллергологом, реаниматологом, мне по долгу службы приходилось в основном заниматься лечением детей на дому во время приступа бронхиальной астмы. Обычный врач-педиатр за всю свою врачебную карьеру 20-30-летнюю сталкивается с 30-40 подобными детьми. И то чаще больного бронхиальной астмы он видит в период ремиссии. Мне же за 15 лет работы на скорой помощи довелось лечить во время приступа удушья несколько тысяч маленьких детей в возрасте от года до 14 лет. Изучение истории болезни этих детей, больных бронхиальной астмой, мне позволило выявить следующие закономерности. До установления диагноза бронхиальная астма детей во время обострения хронической болезни в виде приступа удушья врачи лечат как острую инфекционную болезнь бронхов, возникшую сейчас, и лечат мнимые бронхиты и пневмонии антибиотиками и гормонами, часто в инфекционном стационаре. Второе. Позднее установление диагноза бронхиальной астмы у детей почти всегда ведет в будущем к гормональной зависимости больного. И третье. Несколько госпитализаций во время приступа удушья бронхиальной астмы ребенка в инфекционный стационар приводит к формированию тяжелой и необратимой формы болезни. Родители, знайте, самая эффективная профилактика тяжелого течения бронхиальной астмы у детей – это своевременное выявление болезни у ребенка и выяснить, нет ли этой болезни у часто кашляющего ребенка. Всего доброго. До свидания.